Так, ну что, ребята, всем привет. Где фон? Блин, а что-то тут все по очереди пропадает. Я так понял, да? Подожди, а это фон или не это? Да, о, все. Всем привет, ребята. Добро пожаловать на каналчик. Yes. Мы сегодня с вами посмотрим. На что мы с вами посмотрим? На презентацию, которая вчера пришла по Хогвардс Легаси, ребята. Это же несомненно, это же невероятно, это же прекрасно. Всем доброе утро, добрый день, у кого что уже. Может быть, конечно, у кого-то вечер. У нас, в принципе, ну, можно сказать, утро. Вот. Поэтому морально готовимся. Ребята сейчас собираются у нас, так сказать, в пожилом чатике, да? Вот. Ну, а мы с вами стартуем. Из новостей. У меня болит горло. Поэтому мне тяжело разговаривать. Но я взял себе чаечек со смородинкой, заварил. Так. Сейчас. Вот. В среду у нас выходит, ребята, новая игра. Это Call of Duty Warzone 2. Мы будем в нее сексуализировать. Так что жду вас всех на следующей неделе в среду. После обеда. Может быть, и джунгли вас позовут. На самом деле там старт, по-моему, в 9 по МСК. Поэтому будем надеяться, что все будет работать, что все будет хорошо, что все будет сексуально. И мы с вами туда нырнем, ворвемся, и будет все прекрасно. Вот, такие вот дела. Сегодня вечером, может быть, еще поиграем вечерком. Там, не знаю во сколько, может быть, я думаю, поиграем. Так что тоже, как бы, имейтесь в виду. Вот. Так, сейчас, ребят, такое, что мне надо сделать, так сказать, морально подготовиться. И будет все окей. Ой, блин, на самом деле можно было бы горяченького еще и бабахнуть. Сейчас перед просмотром разбавлю горячим. Рассказывайте, ребят, как ваши дела, как настроение? Чего делаете, чего не делаете? Кто у меня вибрирует там? Ребят, у кого вибратор не выключен? Почему он у меня под столом? Короче, сегодня посмотрим, что у нас будет. Поэтому я мог сделать видос, но там ролик 40 минут, поэтому, мне кажется, прикольнее будет сделать на стриме это все дело. Вот, так что тема такая, ребят. Тема такая. Сейчас... Надо горяченького только бахнуть, и можно смотреть. Вот, так, нам для этого надо зайти, во-первых, на YouTube. Я не знаю, кстати, Яндекс мне вчера перевел. А почему вчера мне перевести? Перевод в смысле недоступен. Ты вчера мне перевел же ролик, ты обалдел? Я ж вчера Яндекс браузер этот ролик перевел, а сегодня говорит, перевод недоступен. Ты чё, черт? Или ты пес? А в смысле? Не удалось перевести, возвращайтесь позже. Ты тварь. Ах ты мразь какая. Блин, так вчера же он перевел мне этот видос. В смысле? Нифига ты паскудует. Прикинь? Он мне вчера его перевел, а сегодня не хочет переводить. Вечером иду грузить дрова. Я в отпуске целую неделю буду. Это что значит? Так, ребят, сейчас я отойду. Прысну горячего. Все, я здесь, ребят. Ну что, погнали? Не то погнали. Музыку-то нам надо офнуть, Алеша.
Алёша, музыку-то офните нам, пожалуйста, уже. Так. Yes. Ну что, ребят, располагайтесь, получается, устраивайтесь поудобнее, блин. Сейчас мы будем с вами. Смотри. Блин, ну как он не перевел? Я не понимаю этого. Я не понимаю этого. Слушай, а может давай попробуем как-нибудь сейчас, знаешь, дернуть затвор, допустим, вот так вот, к примеру. Ну, к примеру, да? Откроем, допустим, сайт Ютара. Введем здесь Хогвартс Легаси. Вот это еще раз переоткроем. Вот, на нейросети Яндекса переведут и озвучат. Перевод недоступен. Вот паскуда, а. Блин, ну, по-моему, вчера он переводил, хотя, может, нет. Может, я не прочитал просто. Погнали. Ой, это, наверное, коллекционное издание, да? Добби. Букля. Меч Гриффиндуя. Пипец, мы с вами сексуализировать на выходе будем в это дерьмо, как твари, блин. Насчет субтитров хорошая идея, но я боюсь, что здесь нету никаких, кроме английских. А нет, есть, но не наши. Потому что мы же типа в бане, ребят. А во, можно перевести на кривой русский. Можно перевести? Можно перевести, не? Может, хоть как-то, да? Нифига, он на пожилое ты полетел. О, питон. Огромный. Огромное питание, да. Если что, по звуку, ребят, сориентируюсь, чтобы вам слышно было нормально. Не только меня. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, community manager here at Avalanche. Геймплей стрим должен быть у меня на стриме, понимаешь, Чендлер? Чендлер, понимаешь, такое вот дело, Чендлер. Чендлер, you know? Первый геймплейный стрим должен быть у меня на канале, Чендлер. Не у тебя, Чендлер. Before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin conspiracy theorist. Guilty as charged. Yeah. Задроты собрались. James Whitehead. Thanks, Chandler. Yes, I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy. And I am one half of Expecto Go, the better half. My wife, Sue, represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just got to say that. Welcome. Thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Game director, Alan Tu. Hello, everyone. And senior environment artist and Hogwarts expert, Boston Madsen. Такая... А это женщина, я надеюсь, да? Your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because... Ой-ой-ой. Блин, ну, ребята, я говорю, когда она выйдет, сразу сюда ныряйте. Здесь будет самое топовое прохождение, я вам думаю. When you get into, to get into Hogwarts and bring your whole authentic self to Hogwarts. So we're going to show you that character creator. Так, сейчас они будут нам, короче, показывать создание персонажа. Небольшой тур по Хогвартсу, экскурсию. Это кому впадло субтитры читать, я вам так зачитаю. Давайте сделаем, может, так все-таки. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Just a little taste. Блин, прическа вообще имба, надо мне такую сделать. Again, first and foremost, we need to get into the character creator. And James, with you here, we wanted to let you create this character. So, Andrew, who is going to be doing all of our gameplay capture это, короче, задрот, да, я так понял, который, типа, новости освещает по этой игре, ну, гик жесткий, типа, это разрабы. Is going to be handing you the controller. Oh my gosh. All right, I won't break anything. All right, so what are we looking at right here on this screen?
These are your presets. So a lot like other games. Так, ну вам, в принципе, видно, there's да? some initial settings that you can put up. Ну вот ты выбираешь, я choose for your так понимаю, character and, пресетами, да? Just kind of get them into like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasized about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring. Ну подожди, а здесь будут только пресеты, что ли? Или будет подробное создание? То есть всякое народ захочет сделать типа подобие Гарика. Oh my god, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you. Okay. All right. So, okay, yeah, that's me. We're here. Это я, говорит. All right, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything here. You know, play around with some of these options, like really. All right, so what are we looking at with this option? Есть, слушай. Yeah, so a lot of the different faces that you saw in the previous screen, all those faces are choices that you have here. Ну это понятно, короче. Now you're just kind of getting into the. Что понятно, ты можешь поменять какие-то эти. And then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away, even though it's an option later in the game. Параметры, короче, ты можешь цвет кожи, понятно, Give you менять. some options right up front if you want to have glasses for your character. Здорово, чат. Oh my gosh, look at the structure of the faces with this. Wow, you guys thought of crazy. I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go with that. I think we'll go that route. And down here is this. Those are your glasses there. Вот. Я так и знал, что будет такая возможность сделать тупо Гарика. Вот по-любому, блин. Ну потому что как без этого? And this is just some of the options, I'm assuming. Yeah, so through the course of the game, there's Они даже очки, видишь, добавили. Ну, потому что да, блин. It's part of kind of like gear for the character. There's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era, though. Yeah, right up front. Such a good call. Пожелаю Вингардиум Левиоса. We can go. Такие же есть, блин. I spend a lot of time here just like. Нифига там причесок, блин. Oh my god, the pony. Озвучка русская, не факт. Не знаю. Hogwarts Legacy's character creator is just the texture, and like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. I'm not Fred. And we can just go. Can I go like Tonks purple or green a little bit? Absolutely. Oh. Yo. Блин, ну создание подробное, это круто на самом деле. О, вот это, кстати, как у меня прическа, блин. Только проснулся этот стримчик. Нормально слышно, ребят? Никто никого из нас не перебивает? Во, моя прическа сейчас. All right, so now we're getting over here to play Ого, around смотри, шрамы разные можно, да, делать? Щеки When подсвечены. it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shade. Родинки. Oh man. Здорово, ребят, всем. Не забываем лайкосом поддержать I do have a bit of fun with данную прямую эфирину. One of those options where, you know, Harry had his own unique scar, but you can come in with different scar options. Yeah. Подожди, а где шрам, который должен быть, ребята? Где тот шрам? А его, наверное, не будет, или его потом в каком-нибудь донатном этом добавят, потому что, типа, это же чисто... Очки-то могут быть у любого круглые, а вот шрам в виде молнии только у Гарика. Ну, могли бы добавить, но все там будут одинаково бегать. Wow, look at that. I didn't even see that. Those are my favorite. The eyebrow scars. Love those. Yeah, you look kind It's of a like, classic. yeah, you look kind of just like tough. But anyway, so now we're over here. Oh man, this. Да нифига, там эти брови всякие, глаза, цвет.
again, getting more subtle. Блин, ну You're, это, я you know, думаю, really, можно, like, кстати, diving in that проскипать, не? face. Потому что... А, ну он там уже дальше поет. Ну, тут понятно, что тут брови, кастомизация, все дела. Вот. Вот это вот сейчас следующее уже And поинтересно. then this final tab here, this is where you kind of bring your whole character together. You know, this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Звук That's not голоса yet. есть разный. Was a theory. А ну. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is more kind Ну, of a чем masculine or всё feminine voice. And then even within that, changing your pitch, the pitch slider. It's a subtle slider, but Yeah. but you can hear it. Заткнитесь, блин, не слышу. А, That вот. was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Ну, Andrew's going to be. есть, короче, типа... Есть, видите, вот этот раздел типа Wizard и Witch. Witch это как ведьма, типа, да, ведьма, ведьмак, там, Witcher, вот это. Witch это типа ведьма, а Wizard это волшебник. То есть, я так понимаю, это либо ты будешь светлый маг, либо темный маг, как говорится. Маг. Ой, блин, ладно, с моим горлом так не Us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. But I А think the difficulty important thing это here is, сложность like, игры, по-моему, да? for people who aren't gamers, especially, Right. story mode is a way to get into this. Ну, without being story worried мод, about- видишь, типа, story мод это чисто ты играешь так на лайтах, там все дела. Блин, ну я бы играл на изи или на like, oh, do I нормале. need to be good at games? Что я не Not just люблю good at хард, games. чтобы хотя бы Now we can прочувствовать expect геймплей. go, and then go. We're good. We're good. Awesome. And then whether you want to be witch or wizard. Amazing. What'd you think, character creator? We're good. I'm good. Let's explore Hogwarts and let's get into some combat. All right. Through the magic of Блин, вот этого чувака позвали, типа, видите, ну, он же не из разработчиков, то есть он игру не видел, он как бы фанат просто. И ему говорят, чувак, ну создай персонажа, нам надо показать это, типа, на презентации. Я вас такой, блин, я хочу запустить, я хочу играть. dev kit. We're going to be loading up a save a little later in so that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got some gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, dorm room. The dorm room. Yeah. This is awesome. But Alan, what are we seeing right here with the UI? Блин, без озвучки, конечно, дерьмо, ну ладно. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the Это first time желтые, это эти, So, как их kind of зовут-то? going over it from right to left. On the bottom У нас-то их, кто это, Пуффиндуй желтый? Не, Когтевра, подожди. are everything that you see Зеленые эти, красные эти. have over Пуффиндуй это, по-моему, кто голубые, а желтый это, по-моему, Когтевран, не? That's where the player can place them and use them and Поправьте, access если them это... Или это Пуффиндуй. To the top left of that У них он is, you'll see называется the D-pad, Халленхоф and on какой-то. the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. Ну подожди, да, по-моему, вот этот бобер-то, блин, барсук, это ж, по-моему, Пуффиндуй, The не? eyeball is an example of one of not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, Или нет? or that we just want on the controller at all times. Снега не, And нет у Reveal нас. is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so Okay. right now, А, today we're not во-во, gonna они be что-то going into рассказывают, the подожди. spells in very specific contexts. А, or- вот, но они пока просто ходят, типа, он рассказывает про вот эту панель скиллов. Здесь, видите, 4 умения есть, я так понимаю, которые вы можете биндить себе. Слушай, ну я на самом деле думал, будет прям панелька, как в каком-нибудь Lineage там или что-нибудь такое, чтобы прям много можно было заклинаний забиндить и фигарить своими этими наборами. Ну, блин, я вообще по-своему ее представлял, я не знаю, как она будет. or that we just want on the controller at all times. And Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so Okay. right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I know. understand. But we do want to make sure there's still some goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of
magical tools that you're going to be kind of Схавал яблоко. growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. And all the way on the left is our mini map with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of mini maps, because we know they exist, there's also Ни хрена, можно мини-карту удалять будет вообще. different elements of our HUD. Вот, это прикольно. Разные элементы худа. Это прикольно. But that's kind of that's what you're seeing there, and this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Слушай, ну, как бы, вот если так объективно смотреть, графончик как бы посредственный, да, то есть, но основные элементы, антураж, вот какие-то мелочи, там что-то конфеты, там вот эти вот сладости, которые, помните, вот это, по-моему, мне кажется, типа лягушка, да, это шоколадная, а вот это тоже какая-то, которую они в поезде тогда точили. Very nice bedside tables. They are. Yeah. The honey-colored wood was mentioned in the right. Ну, тут как бы, видите, тут суть-то, видите, не в графике, не в детализации, а именно все-таки в атмосфере. So now we're walking out. Ну и в самой как бы локациях там. We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that badger. Барсучий бюро. Так вы мне не сказали, желтый это кто? Когтевран или Пуффендуй? Four is amazing with Уф. And I'm calling out here this Блин. unique music that you're А hearing. вот Hufflepuff. Блин, ну по-моему, мне кажется, Before Пуффендуй. the Hufflepuff common room. Go back to those common room videos we released. You'll notice the music's a little bit different, and that is entirely. Да, потому что это была же Пуффендуй. Ну, короче, по-моему, это оно. We just want to welcome you to your common room. Блин, хочется и читать, что они говорят, и осматривать игру. Потом, блин, игру мы потом будем сами осмотреть, будет грязюка. I mean, beautiful design. We could spend like the entire. Блин, ну я бы на just in the 2К common room монике бы here запустить бы, talking да? about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over. Блин, прикольно то, что сидят чуваки, кто-то там залипает на камин, кто-то там еще что-то. It's got a real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses, right? Блин, но такую игру, конечно, надо в мультиплеере фигачить с обновлениями, со всякими сезонными, там типа новогодние, там эти, что недавно тут было, как это, хэллоуинские, там всякое вот это. Gryffindor is fire and Slytherin is water. We Wow. really leaned into that for each common room. Wow. So it feels Ну, very они прям, familiar, да, earthy заморочились, passages, that's конечно, really- над этим It охренеть. should feel very familiar. Ну вот, было бы прикольно, если бы это все был мультик бы, и тут бы реальные игроки были, это прям была бы имба. I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Это была бы имба. Thank you. I understand. Блин, ну, может быть, когда-нибудь я дождусь этого. Looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now. Охренеть там, блин, конечно, они проработали. Ну, блин, это, да, это надо было проработать, конечно. Use Revelio right here. Revelio. Just a little magic going on. You notice a little something. Yeah. So these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages, and you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP. XP for it, О, and you поддали. can also see that we've advanced something called like a field guide challenge Okay, up in the okay. corner. Uh-huh. So I want to talk about that a little bit. So we had to ask ourselves, what? Continue, I'm sorry. Continue. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay, okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. Блин, ну... So Andrew, if you Ладно. hit pause for me up here before we push forward a little bit. You can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Ни хрена себе. Тут, видишь, типа, этот, совиная почта, квесты, карты, настройки. Тут я что не вижу. Характер, по-моему. Коллекшн, таланты, инвентарь, гир.
Блин, ни хрена себе. Ну это грязь. Это вот грязь, конечно. Прям вообще такая хорошая, качественная грязюка такая. Прям приятная. House kind of Right, crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, Right? And you okay. can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted it to you as a late fifth-year student is because they want it to help you catch up to your Пью-чью. grades. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, Блин, ну вот я говорил в прошлые разы всегда, было бы прикольно, что ты развивал бы персонажа из тех навыков и скиллов, которые ты найдешь по миру. То есть ты где-нибудь там, я не знаю, зашел в какую-нибудь комнату в Хогвартсе, и там есть, допустим, заклинание какое-нибудь, которое ты можешь как бы выучить и применять. Если ты, играя в игру в эту комнату, не зайдешь, то у тебя этого, допустим, заклинания не будет, как бы, и так далее. То есть, чтобы ты мог свои билды собирать. Ну, блин, это, конечно, было бы прикольно все-таки для ММОшной игры, чтобы там вы играете с друзьями, у них свой набор, допустим, который они там понаходили, где-то там один в тайном лесу, или как он там называется, другой где-нибудь в тайной комнате он нашел и так далее. Где-то под юбку, это как хотел сказать, блин, Гермионы. Ее не... Ну ладно. Ну, вы поняли. On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges, Wow. exploration challenges. Типа линейка 2. Ну, если бы это была бы ММО, ну, хотя даже для обычной РПГ это было бы прикольно. То есть ты не просто идешь по сюжету и тебе вот дают там это выучи. Да, тебе там базу дали, там или Виосу, какую-нибудь акцию жопка там и так далее. Но какие-то заклинания, то есть ты пошел, допустим, где-нибудь там в сторону от сюжета свернул, там какой-нибудь сидит Боб, ты у него берешь дополнительный квест, он тебе дает, допустим, за это заклинание, да? Ты его выучил, хоп, а там твой друг, допустим, игру проходит, он этого не заметил, он это не выучил. Ну вот в таком формате, то есть вот это было бы прикольно. И ты бы за игру подсобрал себе свой пак из заклинаний. То есть там где-то нашел, там где-то там под столом, типа, ну вот в таком формате. То есть не просто, чтобы это было линейно, что ты учишь, и все. Ну, может, так и будет, посмотрим. Просто было бы тогда прикольно изучать мир. Вот как, знаете, в Red Dead Redemption мы тогда проходили, мне говорят, о, возьми арабского скакуна, для этого надо там поехать в снежную локацию, и вот там вот его поймать, приманить, там лассо накинуть ему на лицо и так далее. То есть здесь такая же тема. Ты бы, допустим, играл, и тебе бы там сказали, там, надо пойти туда, и вот там лежит книжка, в которой есть там какое-нибудь классное заклинание. И ты такой, ого, пошел там, что-то пробрался. Ну вот это прикольно было бы. Блин, ну это грязь. Мы будем нырять в эту игру как твари просто. Под столом поработал, получил заклинание. В столом только Крусо. Руцо передергивал. Блин, у меня сегодня что-то походу из-за больного горла, или я еще не проснулся, я не могу генерировать шутки смешные. У меня мозг что-то не работает сегодня. Oh man, fast travel points there. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those? Я не думаю, что она в Steam есть сейчас. But they're just like in the books. Yes. Right. Oh, It's a это- great hall. It's a nod to lore. House points is not a core mechanic or system in the Yeah, game. It is we didn't turn it narratively. into like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, but Yeah. but we nod to them as part of the narrative. Over to the right Part of the there, Wizarding Andrew World. was teasing. That's the Great Great Hall Hall. over Yeah. through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of Ой, like. Дамблдор, что ли, похож, кстати, но нет, вроде. Cool, cool. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can do and pick up. And Слушай, я не понимаю, то ли из-за того, что в 30 кадров ролик, типа,
Потому что все выглядит, знаете, немножко топорным. Но я думаю, здесь будет достаточно, да, топорная игра с плохой детализацией, но я говорю, главное атмосфера на самом деле. That's a shot straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize We that. might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So Я не знаю, ее Especially вообще в summertime. России, Summer возможно, season, не the будет summer официально season этой игры, is when поэтому things change with the seasons. Yeah, the detail they put in this is. я не знаю, где ее надо будет качать, брать там, и тогда крякнут ли ее сразу или нет. Oh man. And we're going out. Look at that. This is where the students would normally kind of congregate, just to kind of chill out, play, meet each other outside the Great Hall. Ну да, это, наверное, из-за того, что в 30 кадров она такая дерганая выглядит. and I Блин, love the пес way народ. that when the castle interconnects to Блин, ну that it это interconnects на outside, самом inside, there деле... are pathways on both sides of things. You really get a sense of scope. Главное, чтобы язык был. Да тоже, на самом деле, как показала практика игры в New World, вообще на язык, на самом деле, плевать. Ты сейчас, тем более, можешь с камеры телефона переводить, сидеть, если что-то непонятно. Не, ну атмосфера, конечно, круче, когда русский есть. Но я думаю, они локализовывать именно озвучку точно не будут. Wow. We tried Там so это... we put a lot of Лето, effort into блин, a lot прикольно. of, not just with student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years. So Блин, но был бы мультик, было бы, конечно, имба. Лицо такое, типа, что за дерьмо? That's This Scottish. location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from... Блин, ну вот я, кстати, знаете что, я вот перед выходом игр, я не люблю смотреть вот такие подробные разборы, потому что ты, когда ждешь какую-то игру, ты хочешь в нее нырнуть вот сразу, типа, и сам такой, вау. А когда ты все посмотрел, ты уже потом такой заходишь, да, это видел уже. Ну, то есть как-то, блин, на самом деле. ASMR, and yes, so that puzzle right there, that view. Андрей? Блин, ну имба, выглядит. Ну вот поиграть, допустим, на новенькой там 4090, да, там. Главное, чтобы язык был владеем этим заклинанием совершенства. Знаменитый этот акцию Кунилингус. Добре. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. Блин, чай мерзотный какой-то. It's a big castle, but it is designed so you shouldn't get very lost. This is kind of a grand central station. Кстати, говорит про центральный вокзал, а будет там этот вокзал, где-нибудь там Министерство магии. Transfiguration Courtyard, you know, library straight ahead, so it's kind of the hub of a lot of the castle. Even the color. Блин, ну это хрень. Аксок литр. Индийский чай. Индийский чай. Да обычный чай, какой индийский-то обычный. О, еще страница улетает. Ну-ка давай ревелю и дай на лицо. А они покажут же еще, наверное, что-то? Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what I'm doing. I know what I'm from the reveal trailer. There's that dragon. Oh my god. This is another location where the students will gather, you know, and just kind of chill out. And an opportunity to NPC-шки, get a quest giver here. Is everything all right? Yes. Блин, ну графон мыльный забейкаешь. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to do. А я видел, Томми. Я не понял прикола этой игры, честно. You should try to catch one. Ну, не этой, а вот Why которая... would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage. Так, да, мотанем. Поболтали. It's a cool way to interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a in this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So Absolutely. to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions
different interactions with different characters can also offer different choice points for the player. And then А, some of вон those тебе things путь can показан, видите, на affect the game миникарте story-wide. всякие Some of these эти affect characters' точки. lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a Sometimes nice just about guy the or mission. just Прикольно, что на миникарте показано не только этот Н, но и все эти Wow. look at Запад, this. Юг там. This is the Dada Defense Against the Dark Arts Power. Tower, which this is one of my favorite locations in the castle. Just visually, you come in here and just the richness of It this is area. very iconic, very unique to anywhere else in the castle. Somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no Да, reason. вот Когтевран, вот она в голубой мантии. Это Когтевран все-таки. Я был прав. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Полно хулиганов и Now, хулиганов. One of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's Гоп-стоп. their own fault. And Так, ну понятно, они тут побазарят. me. Take the hat. Блин, тут диалог на полролика, I что love ли? that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can, Блин, на you самом can деле feel долгие for her, диалоги это you тоже can be a душнота. jerk to her, you can be like, "God, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean." Like, Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, yeah, they continue. that's a good example of. Блин, ну тут над атмосферой они, конечно, прям заморочились вообще не слабо. Gobstone's playable. They mentioned it, right? Yeah. So yeah, gobstones is one of the things that is not playable in the game. Подожди, это I know помните, был кабинет вот этот вот, по-моему, у этого от темных искусств, да, кто защищал, где они Богарта превращали. Отсюда же выходил, я помню, в какой там, во второй части этот блондин-то, блин, как его? Ну, который книги типа писал не про себя, помните, как его звали-то? Блин. Поиграем, приколимся и ГГ. Не, ну, скорее всего, так и будет. Локонс, да, Златопуст Локонс. И отсюда же, по-моему, выходил этот... Блин, да я всех позабыл, меня с утра что-то, походу, вообще не варит. Как его, блин, тоже... Хотел сказать, вампир... Ну, волчок, блин, пожилой. Пес, я всех позабывал уже, короче. Утро делал такое. Люпин, во-во-во. Тупец я вообще. Блин, раньше я по Гарику мог ЕГЭ сдать, блин. Wizard's chess. Those are things that aren't featured. Yeah. They're featured within the world. Right? I'm glad they're mentioned. They're a part of the wizarding world. Yeah. Every single time Part of there was something that students' we Ну, это этот кабинет, по любасу. couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was included. Эти прикольные такие глаза. Make sure that there's a way to kind of like acknowledge it, touch it, you know, and make it feel like it's definitely part of the world. And I know here too, I we're see your like, reaction. you're getting, I was like, we're in the Defense Against the Dark Arts class. I recognize that stereotype. А это всегда так, Евген, когда сидишь на стриме, хрен что вспомнишь иногда. У тебя мозг вообще не об этом думает. being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it to tell us how classes work? Блин, а не покажут же файл? Блин, ну да, видите, анимации кривенькие, конечно. А это перемещаться, вот этот огонь, не? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based.
Нифига, там день-ночь меняется, видите? Тот Чайковского гоняет. О, пришел такой Чайка, бахнул. Through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all. Ну, а потому что когда ты перед камерой сидишь, ты всегда тупеешь иногда, ну, зачастую, потому что ты думаешь про 52 вещи сразу и вспомнить какие-то вещи, которые на поверхности не можешь. Это вообще жизнь. Иногда нормально функционирует мозг, когда ты расслабляешься вроде, а иногда нет. Want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world, and maybe down there he's sipping some tea with Victorian high, high society. Так, а чё, ну вот они ходят. Во, вот там дальше файт будет, кстати. Well, like speaking of lived in, like the sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like it just makes it feel more alive. Little events like that, the brooms going by overhead. Ну, много-много мелочей, реально. And grow and develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters. Speaking of magic, Mr. Magic. О, это тоже. Пивс, да. Вот тоже хрен бы вспомнил бы его. Building on lore too. There's that statue over to the side. That's. Do you know who that is? Lachlan the Lanky, and he's got his Bowtruckle friend. Ну, это Евген, это... Revelio page there. Yeah, there's Это тема, a map of Argyllshire. We know the fat lady hides there. Hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. А, ну вот, Влад. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has had enough owls. Okay, so here we are at the owlery. We're looking directly at the owlery to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlery. I love the fog rolling down that. Great callback. Great call. I also love that one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation. Блин, но бесит, что, конечно, они без русской озвучки перевода нету, блин. Почему-то. Да ее не будет в Стиме, в российском это точно. Она... Давайте 5 сек я гляну сейчас. Отвлечемся чуть-чуть. Она, по-моему, есть и то даже не в русском эпике за 10 тысяч рублей. По-моему. Но и то не факт, на самом деле. Нет, даже здесь ее нету. Кто-то говорил, что она где-то была, типа... А, есть она в Стиме, да, но не в нашем регионе. Ну-ка, допустим, если я сейчас... Ну, мне кажется, там даже цены не будет сейчас. Почему я перестал поиск работать? Это вопрос. Кто-нибудь знает, как это исправить? Почему я поиск вот здесь не открывается? То есть он открывается, типа, и лагает. То есть я не могу ничего загуглировать. Сейчас. 5 сек посмотрим. Почему у меня сейф тут? Давайте посмотрим сейчас. Не в нашем стиме, сколько она что вообще есть. В нашем по-любому не будет. Поэтому я хз, я бы даже не стал баг создавать, я бы качнул бы так. Ну, конечно, хотелось бы в первый день катнуть, но такое. О, здесь тоже есть. 59 евро. Ну, в евро, да? То есть сколько это в рублях? Евро в рубли. Примерно, да, чтобы понимать. Ну, 3600, кстати.
Ну, типа, у нас она бы была бы, ну, наверное, 2999, скорее всего. Ну, до хрена, конечно. Ну да, на 60 евро стоит на эти. Но я хз, как покупать, честно. Возможно, если ты через VPN сможешь купить. Возможно, сможешь, наверное. Но это не точно. Не знаю. Ну, надо будет ближе смотреть какие-то гайды, как там покупать. Я, честно, этими вот вопросами, как сейчас народ покупает игры, не заморачивался, потому что, ну, типа, я сейчас особо их и не покупаю, мне жалко денег тупо. Можно вон выбрать коллекшн, блин, издание на PC. Amazon. На Амазоне. Ну, короче, понятно. Что, непонятно? Посмотрим ближе к делу. Привет, Лин. So secret dueling club is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being Через clever. казахский стим или турецкий? Ну, посмотрим, посмотрим. Who's in a younger year, but we kind of like that that he's running things. Hello, Lucan. May I use... Графика, как мне показалось. Ну, графика здесь, да, здесь и анимация, и графика на троечку, я бы сказал, бы на 3 с плюсом. Но тут, я говорю, фишка-то, видишь, не в этом, а в том, чтобы атмосферу передать. Чтоб ты мог в Хогвартс нырнуть, так сказать. Графон, да, здесь очень плоский. Но, во-первых, они на плойке снимают. Во-вторых, наверное, это не финальная версия. Но я думаю, что графон будет достаточно плоскенький. And this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be the first time where you yourself get to learn about. Но, видишь, ты как бы говоришь, что да, я бы ее качнул, но просто вроде хочется хайпануть в первый день. Блин, не знаю, у меня просто был очень такой настрой на нее. Сейчас у меня настрой на многие игры пропал, потому что непонятно вообще, что к чему, блин, конкуренция. Ну, короче, посмотрим. Сейчас не хочу об этом думать, правда. Ближе к делу видно. So we've set up Вот тут сейчас файт покажет. Kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by 4, what we just kind of lovingly refer to as basic. Сверху, говорит, мы видим Акцию. Это перо, что ли? Kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts? Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones. Нифига, можно будет 16 заклинаний расположить. Что, сразу? Вот это было бы неплохо. Вон вот эта акция. Вот. Fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, you know, how to juggle not just the spell casting, but also мне интересно, как это будет удобно на клавиатуре, наверное, да. Just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again. Здесь, видите, здесь по таргету работает, то есть здесь не non-таргет система. Ты сам прицелом целился, типа, а здесь ты таргет выбираешь и фигаешь. Это очень удобно, это как в Ладве было. Не, ну анимация, кстати, атаки и заклинания вполне годная. Ну, я говорю, еще так выглядит, потому что в 30 кадров. It looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together. So you pull those combos together. Yeah.
Tap, Akio, tap, tap, О, tap. приманил такой чук-чук. Good done, job, Andrew. Andrew. And that's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You look Спасибо, good out there. Лукан, Thank you, говорит. Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome Похоже, challenger да, now. Вольфенштейн, согласен. I think now we can Ну, take это on удобно. something a little more challenging. It's going to shoot back. Блин, хочется в РДР поиграть. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the ready. the action Yeah, yeah. and talk about what you're seeing on the screen because there's about to be a lot going on. Okay. Можно выбрать, да? Против кого? Here you can select if you want to fight with somebody else, some of One your of the other classmates. students. Yeah. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense of combat. Так что, он в итоге с кем-то будет? So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against three Yeah, people. three, yeah. Apologies. Off the jump. Да, не знаю, там... So Подожди, I это can что? explain this just because I know people are going to get into it. We'll probably just kind of jump in. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function of their spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are... I'm forgetting the other Ладно, я ones, потом physical прочитаю. spells. And so those things for the player, Урон даже they wind up показывает. also being a color indicator for which actual spell to use to break Ну, его the different shields подкинули. that enemies can use. That's That way it rewards kind of like that close Right, attention that right. you're paying And on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, Yeah. each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's Give us going a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health. And so, you know, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. Yeah. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those Блин, things. дай хоть рассмотреть, ты что там? Эти в щитах стоят, получается, этот, я понял. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button by default, then that you'll be able to deflect that attack that comes in and off with Yeah. the Protego. And I Okay. love that deflect where it goes off and like hits things Yeah. up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, and someone else attacks you, Нифига, you can он actually там turn бочку that attack подманил. into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna Он нормально им finish разматулю these делает. other students off here, win this Look duel. how fast it is. It's like a Ну, dance. слушай, это выглядит на самом деле очень Yeah, прям неплохо. we really felt like in the movies, there's almost like a Они, кстати, он ману расходуют, по-моему. it's kind of like there's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's such a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system. in Ну, order to да, make да, sure так и that будет, я the думаю, system Вольфенштейн, was- примерно. Understandable. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already Ой, сколько будет багов с их эмоциями, я уже вижу прям. Помните, как в этом, в «Мафии», когда у них лица растягиваются? taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you there. Блин, но если был бы хотя бы кооператив, это было бы гораздо интереснее, чтобы ты мог с кентусиками поиграть. Я, конечно, потому что в последнее время прям соло-игры очень тяжело воспринимаю. The next round is for all the gobstones, so to speak. Жалко, что такого не будет. Ни онлайна, That is more or ни less gonna коопа wrap it up никакого. for us for now. For what we wanted to show you, No. character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of combat.
but we didn't want to leave you without Привет, Жень, в a феврале. little taste of something that we may show Ребят, in не the забывайте future, may show next лайкосиком time. поддержать стрим. You know, so leaving the castle, going out here. Так, а сколько у нас времени? Ну, More owls confirmed. долго, но ее перенесли. Да ладно, долго, тут что, февраль уж послезавтра. All of the owls. Них But там... yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond. Блин, ну Hogwarts. большая лока на самом деле. This is not Ну на somewhere we're РДР going похоже, ну today, блин, очень but, красиво, we'll посмотрите, definitely be охренеть. taking you in the future. Это очень красиво. Little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think Ну понятно, короче, они будут сейчас First сеть on the mission. трепаться. Kind of like you Okay. can't go on this mission Right. until you have the spell, and then the spell is open. You know Right. the assignment and how you complete it Yeah, yeah. with your professor, and so there are opportunities to study, so to speak, like with that. Right. But Не, they это do all сольное. take the form of our mission structure. And Миссионерской структуры, я думал, Wow. поза есть. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all equal? Do spells have different levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game, with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. Right. And then it's through the talent system, Okay. right? Okay. When you go Okay. into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. Okay. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. Вот это, кстати, видите, у них вертится вот эта вот палочка. Это, по-моему, в коллекционном издании вы покупаете, у вас такая книга, и там палочка вот это будет вертеться. And Вот as you go видите? down that line and you kind of play around Это with those прям, ну, talents, то есть это it really реальная does штука. start to kind of like affect even how you approach combat and how Не, ну понятно, Жень, я тоже об этом. Стрим можно посмотреть записи, да. you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Yeah, second playthrough, yes. Okay. Dark Hufflepuff coming, hashtag soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have for however long, Блин, начинается, короче. Болезнь. one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, Это женщина, я надеюсь. specifically the castle, and maybe go read those books again. I hope that either whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction into the world, I hope they just point at each other in the best way possible, and I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel Да, like Жень. they can own it and live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. Спасибо. It's really funny because Да, Ханза бы не играл в эту игру. I want to give a different answer and I will. Нет, тут понимаете, фишка в чем? Если играть с друзьями, надо было бы ее покупать. То есть, а из тех, с кем, допустим, я играю, ее бы никто бы не стал I покупать. actually feel like the most honest answer is really similar. Because my favorite thing when running around, playing the game, and getting to know Hogwarts the way Boston knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. Yeah. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. Right. And so it's really looking over the edge and seeing location. I'm like, oh my God, I'm right there. And in the movie saying, I know what's around that corner in the film. Like if you go down this way, there's actually a thing over here, and there's this person. Да, over here, this thing прикольно. happened, and it just adds all this Ханс richness с to другой everything. палочкой играет. Yes. Видел ролики по Атомику последним, вы посмотришь. Да я видел, да. Ну, это тоже синглплеерная. Ну, она так, да, симпатичная игруха, но как бы... Я говорю, меня сейчас синглплеерные игры вообще не интересуют. Ну, типа, там, вот единственное, может, Хогвартс Легаси мне интересно поиграть.
Нет, Радик. Поэтому для меня вот это то, что Atomic Heart, там все таки о, когда она выйдет? Ну, блин, ну, обычная игра, ну, шутер, да, типа. У меня просто, я говорю, со стримами немножко по-другому стало отношение к играм и к синглплеерным играм. Мне они не интересны, особенно после вот всех мультиплеерных игр, в которые я играю. Ну, типа, уже играть одному прям, ну, прям реально неинтересно. То есть я уже их по-другому просто. Я игры воспринимаю в большинстве как работу, а не как что-то такое там, типа. Поэтому для меня уже немножко that you already love. другое It's better, you're отношение. gonna add your own story. Yeah. So you know what happens around that corner because you did. Yeah, yeah. And then the quick answer, just to have something different, is I just love being on a broom. I just love looking at the whole world and just being like, okay, I can just I can go. go there. That vantage point, yeah. There's just something exhilarating about it Yeah. that feels very different in that kind of open. Блин, air я надеюсь, and там all that будет thing. It's косой just like, переулок, it's kind of что-нибудь incredible. такое. Было прикольно. And wrapping it up, you know, for me, it's just bringing the community together with it and sharing those stories because it is your story, and you are going to be writing. You know, this is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from. We're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, a little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat. And we do have some more stuff coming up for you. Ну, короче, у них еще будут какие-то презентахи, я так понимаю, естественно, до релиза. Вот, такие дела. Блин, я бы хотел вечером постримить, но что-то мое состояние мне не нравится, на самом деле. Состояние что-то мне мое не нравится, которое начинается сейчас. Блин, я уж вчера там в горло забрызгивал, зафигачивал таблетки. И все такое. Ну, посмотрим, может, что стриманем. Не знаю, что. Либо постреляем, либо, может, не знаю, в инфейсик катнуть, не знаю, посмотрим. Так-то вроде вечерочком бы, наверное, бы хотелось бы. Потому что выходные. Перед колдой чуть размять булочки, так сказать. Кстати, Call of Duty будет предзагрузка, по-моему, 14 числа. В Госдуме составили список компьютерных игр, где есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы. О, Apex Legends. Ну, все понятно, для кого была игра, блин. А вы говорите, что я в нее не играю? Overwatch, Assassin's Creed, The Last of Us. Эцо, доставай палочку покрепче, как говорил Дамблдор Гаррику. Да, дело такое, конечно. Короче, хз. Будем к февралю смотреть, что у нас будет по играм, по неиграм, там так далее. А чё это новый? Даже я смотрел. Вот. Трейлер нового Ассасина Мираж. Нормально. Нормально. Ладно, чё, чуваки, пойду я, короче, наверное, собираю... А, мне ж на работу еще сегодня, ё-моё. Я такой радостный, блин, мне же сегодня работать еще. Так, свои 17 лайков мы собрали, то есть хайп жесткий. Здорово, Митик. Вот, кто будет потом в записи смотреть, welcome. Вечерком, может быть, еще катнем. Будем, короче, морально и физически, так сказать, готовиться к выходу Warzone в среду. Потому что нам потом в нее плотненько предстоит нырять. А после нее канал удалять, как говорится. Блин, так, надо Survival the Night удалить. С компа, пожалуй. Вот эту еще игру удалить с компа, пожалуй. Каких-то куча, блин, игр, которые мне когда-то давали.
И так далее. Блин, в New World бы как-нибудь зайти поиграться бы. Так, ладно, все, ребята, всем хороших выходных. Если что, короче, вечером приходите, может быть, увидимся. Но я надеюсь, что да. Хотелось бы что-то катнуть. Всем спасибо и пока-пока.